Мужику 29 лет, город Омск. Пишет мне ночью, потому что его накрывает так, что хоть вой. И знаете его от чего накрывает? Не от того, что женщина ушла, а от того, что за ней он бегал полгода, унижался, покупал кофе, пока она спала с другим. Спала с другим, а он этого не замечал. И он сам себя превратил в тряпку. Сегодня разберем, как нормальный мужчина за пару месяцев теряет себя и как из этого ада выбираться. Всем привет! Сегодня у нас такая довольно-таки популярная история. У нас каждая история довольно-таки популярная и рано или поздно встречается везде, с каждым человеком. Но сегодня история у нас особенно тем, что автор этого видео очень нам сильно показал, как можно унижаться перед женщиной, и мы должны взять это на заметку и понять, что так делать точно нельзя. Давайте же почитаем историю и будем разбирать ее вместе. Мне 29, пишу этой ночью, потому что днем как-то не получается держаться, а ночью все вылезает. Город Омск, работа обычная, офис, ничего интересного. История, если коротко, про то, как я бегал за бывшей и сам себя постепенно превратил в тряпку. Пишу и стыдно, и по-другому уже не выходит. Слушай, это очень знакомое состояние многим. Днем ты просто живешь, работа, дела, люди, а ночью остаешься один, и все, о чем ты не хотел думать, накрывает. И то, что ты прямо называешь бегал, превратил себя в тряпку, это не унижение. Стыдишься здесь только потому, что делал противоестественные себе вещи. С Лизой мы были вместе почти 2 года. Познакомились банально через работу, обеды, перекуры. Сначала просто общались, потом как-то само закрутилось. Она мне сразу понравилась, с характером. Могла пошутить, могла послать. Я тогда это считал огоньком, и мне казалось, что с ней мне не будет скучно. Ты описываешь, казалось бы, базовую историю, но тут я вижу, что тебя зацепило не только, что она теплая, а то, что могла быть резкой. Сперва ты воспринимаешь это как изюминку, как характер. С таким человеком однозначно интересно, но нюанс еще в том, что интересно, пока этот огонек на твоей стороне. Когда начинается разлад, этот огонек начинает поджигать тебя, особенно если ты сам не из тех, кто держит эту жесткую позицию. Первое время так и было. Вот, о чем я и говорю. Мы много виделись, ночевали друг у друга. Секс был нормальный. Она могла быть очень теплой, когда хотела, а могла резко стать холодной, если что-то не по ней. С характером девушка. Я это тоже сначала списывал на характер. Типа все разные. Смотри, ты сам все подметил. Когда хотела, это ключевое слово. То есть правила игры изначально задавала она, а ты всего лишь подстраивался под нее. Когда тебе давали тепло, ты радовался. А когда она морозила тебя, говорила, что нет, не сейчас, ты просто терпел и ничего не говорил. Ты сам принимал эти правила игры. Ты с самого начала приучил ее к тому, что твое состояние зависит от ее настроения. Что она захочет, то она и будет делать. Она поняла, что может управлять тобой, как ей удобно. Это не характер, это отсутствие твоих личных границ, которые ты не обозначил на старте. Первые серьезные звоночки начались где-то через год. Она стала чаще отменять встречи, ну естественно, могла договориться, а потом написать за час, что устала. Вот уже и пошло банальное, простое, прям неуважение в лицо. Или просто пропасть на вечер. Пропасть, это что значит? Это значит, что вы с ней о чем-то договорились, например, попить у тебя кофе, посмотреть кино, и она такая, все, я не приду, и пропадает из соцсетей или что? Я злился, но молчал. Думал, что если начну выяснять, будет хуже. Куда уж хуже. Секс стал реже, ну вот опять же, куда хуже. Когда был, все ок, но между этим как будто пустота. Давай честно, тебе уже тогда было плохо, но ты выбрал тактику терпилы. Ты думал, что если будешь просто ждать, надеяться, что она придет к тебе в конечном итоге со словами «Ты мой хороший, извини, я все поняла». Нет, такого не будет. Ты думал, что если промолчишь и сохранишь вот эту сейчас ситуацию такой, какая она есть, ты просто разрешишь это мирно. Опять же, этого не случилось. Когда женщина отменяет встречу за час без веской причины, она проверяет, насколько ты прогнешься. И ты в этой истории прогнулся. Пустота, которую ты пишешь, это закономерный итог. Ты перестал быть для нее мужчиной, которого нужно ценить, и стал удобным вариантом, который всегда подождет в углу, к сожалению. И так очень часто многие девушки неосознанно делают. Некоторые осознанно делают и смотрят, насколько ты прогнешься. В какой-то момент она сказала, что хочет паузы. Не расставания, а паузу. Я тогда даже не понял, что это значит. Спросил прямо, мы кто сейчас? Она пожала плечами, сказала, что ей надо разобраться. Я согласился. Ну еще бы. Сейчас понимаю, что это была моя первая ошибка. Это не была твоя первая ошибка. Я уже сказал, что ты принял ее правила игры, и это была твоя ошибка уже.
По факту пауза почти во всех случаях, ну давайте так, в 95% случаях, это попытка найти вариант получше, не теряя запасной аэродром. В данном случае это она ищет кого-то получше, а ты у нее всегда есть на крючке. Тебя просто засунули во френд-зону, из которой она тебя легко достанет, а ты будешь этому рад. И ты просто там стоишь и ждешь, что самое главное. Не ищешь кого-то тоже, понимаешь? А ты стоишь и ждешь там, пока она к тебе вернется. А возможно даже и не вернется. После этого стало все и еще страннее. Мы вроде не вместе, но и не чужие. Она могла написать ночью, приехать. Мы спали вместе. Утром она уезжала и могла не выходить на связь пару дней. А я сидел и ждал. Вот. Реально ждал, как идиот. Телефон постоянно в руке. Слушай, ну она тебя просто использует как удобный сервис для секса, для подтверждения собственной значимости. Ты поднимаешь самооценку. А что, ей кайфово, обязательств ноль. А как прижмет, есть ты, который всегда примет, поддержит, накормит, спать уложит. И ты такой добрый, всегда отзывчивый, который ей поднимет самооценочку. Это самая тяжелая зависимость, когда ты свой дофамин только получаешь из рук такого человека, которого на тебя плевать. Когда она первый раз сказала, что хочет окончательно расстаться, первый раз, слышите, я не поверил, сказал, что мы просто устали, что можно все решить. Она ответила, что не чувствует того, что было раньше, и вот тут я впервые начал унижаться. По-моему, ты и до этого начал унижаться уже. Предложение так в третьем, наверное, я уже отмечал этот факт. Я уговаривал ее остаться, говорил, что изменюсь. Эмоции, я думаю, тут на лице написано. Что буду внимательнее, что все сделаю. Что все сделаешь? Вот вопрос. Пожалуйста, если ты посмотришь видео после моего комментария, напиши, пожалуйста. Мы хотим узнать с подписчиками, что значит, что ты все сделаешь. Мне сейчас даже писать это неприятно. Полностью тебя понимаю. И самое главное, что ты видишь это сейчас, спустя какое-то время. И тут ты уже не просто начал тонуть, ты уже конкретно потонул. Нельзя уговорить человека, и нельзя сказать, чтобы человек тебя насильно любил. Любовь — это не сделка, понимаешь? И когда ты говоришь «я изменюсь», ты транслируешь «я дефектный», со мной что-то не так, давай попробуешь еще раз, ну пожалуйста, а я попробую поменяться. И ты подстраиваешься опять же под нее. Ты сам выписал статус себе, человека рангом ниже. И чем больше ты предлагаешь исправиться, тем сильнее она хочет от тебя сбежать, потому что ты слабый в этот момент. Несмотря на мои слова, она ушла. Ну, естественно. Через пару дней я написал сам. Потом еще раз. Потом начал писать длинные сообщения. По опыту скажу, как бы девушка сильно бы не испытывала поначалу к тебе симпатию, даже длинные сообщения не возвращают. Ты только унижаешься после таких историй. Вот сам через это проходил в самом начале, когда не понимал, как устроены отношения, как все работает. Про чувства, про воспоминания про нас. Она отвечала редко, а иногда вообще молчала. А я все равно писал. Каждый раз, когда она отвечала хоть чему-то, у меня внутри было облегчение, как будто мне дали подышать. Ну вот, и надеялся, что в какой-то момент, вот не через это сообщение, но вот точно через два-три, вот сейчас вот вы с ней пообщаетесь, сегодня-завтра, и вот послезавтра она скажет, что извини, была не права, или просто молча прибежит к тебе и проведет с тобой время. Ты этого ждал. Вот эти твои длинные простыни текста — это вообще худшее, что мог ты делать, потому что, как я и говорил, ты буквально вываливаешь на нее груз своей боли, надеясь, что она тебя пожалеет и прибежит к тебе. Она видела, что может это использовать против тебя, и ты в целом уже не совсем адекватно выглядишь после того, как она по факту вытирает об тебя ноги. И ты выглядишь в этой истории слишком навязчивый и навязчивым парнем, и она думает, хорошо, что ушла от тебя. Самое дно началось позже. Еще хуже, смотрите. Я начал приезжать к ней случайно. Типа рядом был. Приносил кофе, подарки какие-то дурацкие. Она брала, но смотрела на меня, как на человека, который уже нет в ее жизни. И я это видел, но все равно продолжал. Опять же, ты все шаги вот делаешь сам, понимаешь? Но ты уже хорошо сейчас, опять же повторюсь, это видишь и полностью понимаешь, что ты делал в корне неправильные вещи. Это был по факту уже, я даже не знаю, относится прямо к сталкингу или нет, но один из видов, наверное, сталкинга точно, потому что быть типа как рядом, даже если ты случайно раз в неделю, когда вы не общаетесь, типа рядом и забегать к ней, заезжать или там просто показываться под окнами, это кринж. Ты навязывал ей себя, опять же, и
выглядел еще хуже. А вот эти вот все подарочки, дополнительно к тому, что она не хотела тебя видеть и в целом даже общаться, это, я даже не знаю, это выглядит как подкуп, типа, пожалуйста, вот я тебе дарю денежные какие-то подарочки, вот там кофе, неважно, игрушки, шоколадки, ну, пожалуйста. Вот это я меняю на внимание твое для меня. Вот как-то это вот так выглядит. Это выглядит нехорошо. Нет, это выглядит ущербно. То есть ты опять же себя только этими поступками унижаешь. Один раз она пустила меня к себе. Хотя вот в данном случае подарочки, смотрите-ка, имели какое-то место, потому что она опустила тебя к себе в какой-то момент. Но это, скорее всего, даже не из-за подарочков, а потому что она что-то хотела. Мы поговорили, выпили вина, я снова начал разговор про нас, а это зря. Она сказала, что все закончилось, естественно, мы переспали. После секса она отвернулась и уснула. Ну вот, как я и говорил выше, она тебя использует всего лишь как утоление своих потребностей. А я лежал и смотрел в потолок и понимал, что это вообще ничего не значит. Да, так и есть. Но утром все равно надеялся. Неправильно надеялся. Она дала тебе просто секс по старой памяти или даже потому, что просто у нее сейчас никого на данный момент нет. А может быть, ты хорош в постели, и она это понимает, или может быть даже у нее был опыт вот не так давно, когда вы уже расстались с кем-то другим, и ты на его фоне выглядишь очень хорошим в сексуальном плане. Или, допустим, тот новый парень относительно тебя зажат, вот, вы понимаете потребности друг друга и легко с ними справляетесь. Но для тебя это выглядело скорее как прощальный типа бонус, и ты сам себя будешь обманывать, если поверишь, что после этого у вас все наладится. В какой-то момент она сказала, что у нее появился другой. И вот тут меня реально размазало. Даже это меня не остановило. Я продолжал писать, даже заикаясь. Сравнивал себя с ним, спрашивал, чем он лучше. Спрашивал ее, чем он лучше. Это очень плохой шаг, потому что ты опять же этим шагом принижаешь. Не знаю уже, насколько тут можно принизить, но в любом случае, если ты спрашиваешь какую-то девушку, чем ты хуже, чем какой-то парень, ты себя в какое положение ставишь? Это вообще несерьезно. Сейчас понимаю, как это выглядело со стороны. Мужик почти 30 лет, а ведет себя как подросток. Вот именно, как подросток. Сравнение себя вообще с каким-либо парнем– это выстрел в ногу самому себе, потому что после этого ты выглядишь в ее глазах как какой-то неполноценный человек. Я до сих пор не понимаю, в какой момент все пошло так, где грань между бороться за отношения и уничтожать себя. Я правда хотел вернуть человека, но по факту делал все, что окончательно потерять уважение. Слушай, тут я рад, что ты на самом деле понимаешь полностью, о чем ты говоришь, потому что потерял уважение ты очень сильно в этой истории. Ну вот, правда. Но ты видишь, проработал эти моменты какие-то, не знаю, где-то, может быть, смотрел какие-то видео, может быть, тебе кто-то посоветовал какую-то книгу, ты же откуда-то понял, что делал неправильные вещи, может быть, тебе даже знакомые твои подсказали. Не знаю, каждый этот опыт пропускает через себя и черпает информацию из разных источников. Но сам факт того, что на сегодняшний день, после того, как ты написал эту историю, ты понял, что делал неправильные вещи, и в целом в дальнейшем ты сможешь все исправить. И грань тут очень простая. Бороться за отношения можно только тогда, когда двое тянут канат в одну сторону. Если второй человек канат бросил и ушел, а ты продолжаешь его тянуть, ты просто возишь лицом по грязи. Ты не за отношения боролся, ты боролся со своим страхом остаться один и признать поражение. Ты потерял ее уважение, потому что потерял уважение к самому себе. Сейчас тебе только нужно не понимать, почему так вышло, а просто принять этот факт и идти дальше. Ты это прошел и пережил. Но теперь твоя главная задача никогда больше не позволять этому повторяться и доводить тебя до такого состояния, например, который ты говорил, телефон в руке. Вот как-то так. Что вы думаете по поводу этой истории? А на этом у меня все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам нравится такая история, и пишите в комментариях в Google форме свою историю. Все анонимно, все бесплатно. Пока.